Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Дмитрием Спиваком. Он прямо сейчас на связи. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую, Саш, тебя, приветствую наших постоянных зрителей, тех, кто присоединяется тоже на наши дискуссии с альтернативными точками зрения. Это очень интересно. Это и есть признак демократии, которой нам очень не хватает в Украине. Вот, поэтому, для начала, как обычно, да, я призываю, кто не успел подписаться, сделайте это, подпишитесь на канал Саши. Ну и с вас сегодня лайк. А вам все равно, как говорится, нам приятно. Ну а с нас в виде бартера, сейчас весь мир на бартере построен, а у нас с Александром Шелестом бартер гораздо дешевле, чем у Дональда Трампа со швейцарцами, об этом позже. Поэтому с вас лайк, с нас объективный анализ, прогноз, аналитика и так далее, основанная на фактах, аргументах, впрочем, как обычно. Ну вот, как бы так. Вступительную часть, официальную часть банкета я закончил. Дальше давай, Александр. Да, ну а я начну Жги. тоже обязательную программу. Друзья, все как всегда, общаемся максимально с вами. Я, если честно, был обескуражен. Под анонсом нашей встречи там до сотни комментариев люди дискутируют, высказываются. Это я говорю о сообществе YouTube, где анонсирована наша встреча, и оттуда понятно, что уже не все вопросы войдут в нашу дискуссию, но тем не менее очень приятно, что вы живо обсуждаете все происходящее и обращаетесь к Дмитрию Спиваку, обращаетесь ко мне, вот это вот все высказываетесь. Это очень ценно. Спасибо вам за это большое. Формат очень традиционен, ничего нового. QR-код, который видите, возможности канал поддержать и на экран вывести свой вопрос. Естественно, да, конечно, закрытый клуб сообщества в телеграм-канале, там тоже есть анонс встречи из сообщества, будем выбирать вопросы, их просто огромное количество, и с чатом трансляции тоже пообщаемся в начале и в конце. В начале именно... Что касается опроса нашего сегодняшнего эфира, он звучит следующим образом. Как вы относитесь к идее позволить гражданам голосовать на выборах только внутри страны? Что натолкнуло? Это грузины. У них есть такая идея, она высказана Папуашвили, и, в общем, четко, да, говорит, смотрите, мы посмотрели на Молдову, мы посмотрели там вообще на опыт, поэтому давайте, как идея, вводить это в Грузии. Насколько это для Украины подходит? Как вы вообще относитесь к этому? Варианты. Это правильно. Не надо нам Молдовы. Бред. За бугром тоже граждане. Кто его знает? Лет через 10 мира, может быть, и да. То есть... Понятно, что на Украину ты не натянешь, потому что ситуация другая. Или натянешь, но позже. И финальный вариант. Какие выборы вообще? У нас почти монархия. Практически. Да, свита, цари, это все делегируется. Поэтому о каких выборах вообще может идти речь? Такие 4 варианта, они не взаимоисключающие, но я попрошу вас тоже выбрать. Что скажете? Саш, позволю себе, наверное, впервые вот в нашей программе не выбрать ни один вариант и никак не ответить на этот вопрос. Не потому, что там не знаю, что хочу сказать, но это гораздо сложнее вопрос, но если не хайповать на нем, гораздо сложнее, чем вот поместить в одну фразу. Да, правильно, нет, неправильно, ура, здорово, нет, хреново. Не могу ответить. Это сложнейшая история. Если позволишь, то давай там минуту. Вот у меня есть минута, блиц. Вот мой ответ в минуте. Я не думаю, что нас надо запараллелить и сравнить с Грузией и Молдовой по многим причинам. Главная причина – это война, поэтому миллионы граждан Украины просто вынуждены выехать. Это первое. Второе. Когда речь идет о выборах в поствоенный период, то это очень сложный вопрос, как разобраться. Ты живешь сколько там за кордоном? Ты уже там лет 10 и не собираешься возвращаться? Или ты выехал в 23-м, потому что тебе разбомбили квартиру? То есть, ребят, тут но дискуссия, вот так я отвечу, но дискуссию об этом в Украине надо и нужно начинать. И я уверен, что вот в периоде между окончанием горячей стадии войны, а она вот приближается, я в это верю, и проведением каких-то политических процессов выборов, в Украине будет эта дискуссия, нравится это кому-то или нет. Я обещал коротко, постарался коротко.
Да, ну, в общем, проголосуйте и вы, друзья. Интересно, как бы это такой, знаете, вопрос больше теоретический, понятное дело, да, и вот просто пытаешься теорию натянуть на практику, ведь тут же у нас разные историки, да, Грицак историк говорит, Залужный, Буданов, да, вот это вот будут менять Зеленского, то есть уже об этом говорят, и не просто так. Начать наш разговор я предлагаю с отсылки к предыдущей неделе. Мы с вами активно и только практически обсуждали Миндичгейт и вот эту всю историю в Украине. Сегодня в суде уже Чернышов пошел в несознанку, говорит, я не Че Гевара, я Чернышов, никаких денег не видел, не получал, ничего, покажите полные записи, голос вроде похож, но там кто его знает, я не помню, такого не говорил. Это, напомню, бывший вице-премьер, да, Министерство единства, которое там создали, потом распустили. Ну, в общем, как бы друзья Зеленского, да, вот кумовья, близкие люди. Умеров тоже сегодня попал во все заголовки, потому что вроде как уехал, но тут почему-то в США оказался. То есть Турция, Катар, потом Арабские Эмираты, сейчас в США, там, где у него семья, да, то есть, ну, вроде как он там, и вернется, обязательно вернется, нам обещают. Вы тогда очень интересно препарировали эту историю, мол, если суд, то давайте судить по-настоящему. К НАБУ мы знаем ваши отношения, вообще как к структуре. Но сегодня очень удивительная история. Помпео входит в состав наблюдательного совета Firepoint, детище Миндича, ну и компании. Вот это уже неожиданно. И тут нужно как бы разбираться. Памятуя, что вы говорили неделю назад по поводу всей этой движухи, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали. Вы тогда очень четко сказали, демократы, ну вот эти, да, их соросовская структура, демократы, да, сбитые Трампом на выборах год назад, давят и делят. Делят и давят. Ну, Помпео это ярчайший как бы, фактор этого. Пел Владимир Семенович Высоцкий, демократы уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. С удовольствием прокомментирую. Черт возьми, я опять оказался прав. Черт возьми, товарищ Помпео лишнее свидетельство, то есть лакмусовая бумажка того, что вот этот так называемый, как его сейчас все называют, как Миндичгейт, мы же падки до названия. Все, нас уже не интересует с вами Укрзалезница, вообще ничего не интересует. Мы готовы сейчас 3 недели заниматься вот этой всей историей. Она затухнет, эта история, это мой прогноз, я вам давал его. Причем и по Чернышову она затухнет. Могу спрогнозировать, какой бы сейчас там ни был выбрана, значит, мера пресечения, там будет залог, заплатят залог, он выйдет, будет криминальное дело идти месяцами и месяцами, а мы будем тут с Пушкиным, и, значит, все, а там, все нормально. То есть эта история из как бы конкретно антикоррупционного кейса превратилась в историю политического противостояния и попытки определенных сил очень серьезно расшатать ситуацию в Украине, а я считаю, что это опасно во время войны. Вне войны с удовольствием я за любую драку, я за демократию, я за оппозицию, я за равные права, я за вскрытие всех этих нарывов. Да, во время войны есть вещи опасные. Мы же видим, но это политика. Петр Алексеевич хочет возглавить новое правительство. Соросята, НАБУ своих не трогаем, только сюда. Кудрицкого не трогаем, он приличный парень. Миндич хреновый парень, а этот хороший парень. А Коболева тоже не трогать. И Шабунина не трогать. А вот этих трое. Ну, то есть понеслась. И вот Помпео. Я просто для зрителей хочу сказать, кто это такой. Почему это лакмусовая бумажка того, что понеслись политические процессы. Ну, во-первых, у меня для зрителей вопрос. Это коррупция или нет в мире? Госсекретарь Соединенных Штатов. Он окей. Он не действующий чиновник, согласен. То есть и как бы и коррупцию не привяжешь международного масштаба. Ну, решил на пенсию заработать, и его ввели, значит, в Напсовет вот этой компании, о которой много говорят, значит, там коррупция, не коррупция. Ну, то есть пришла крыша. Ребят, в эту компанию пришла крыша. Как когда-то пришла крыша в Киевстар, как когда-то ходила крыша в Бурисму. Пока папа вице-президент Соединенных Штатов Америки,
Сын, так сказать, был, Хантер Байден был в совете директоров компании Бурисма. Поэтому, если кто-то там был чего-то против Бурисмы, то вице-президент звонил президенту Порошенко, что ты там вот как бы смотри и так далее. Ничего в мире не меняется. Ничего личного, только бизнес. Более того, Помпео, он очень хотел стать госсекретарем при Трампе-2. Трамп его кинул. И поэтому товарищ Помпео решил на старости лет, во-первых, примкнуть к глобалистам, отомстить, так сказать, Дональду Фредовичу, за все не прощу, говорит, никогда. Ну и заработать денег, как я понимаю. Ребят, я вам поделюсь такой историей. Я не говорю про Помпео. Я не имею права, я не читал его контракт. Я просто знаю другие фамилии, которые были в советах директоров, вот то, что я назвал, а у него еще, у господина Помпео, слушайте, ну у него статус «Будь здоров», да? Ну это влиятельный чел, да, это готовый знакомить с американским истеблишментом. Ну это серьезная фигура. Но я думаю, что свои там 2,5-3 миллиона в год заработной платы, ну он же не собирается здесь работать, да? Он будет получать. И это все по закону. Кстати, поэтому вот оно, вот они палят себя. Петр Алексеевич, который кричит, нужно новое правительство, и он хочет его возглавить. Вот эти все истории, крики железняка матроса, в смысле депутата. Ну неужели вот смотрите, я же за борьбу с коррупцией. Я просто вижу, что вот этот кейс сейчас переплюнет все остальное. Все действующие лица разъехались. Я имею в виду там Миндич, кто там еще уехал с паспортом Израиля, не паспортом Израиля. Какая-то бракадабра. Полная бракадабра происходит с Умеровым. Дело не в том, что он в США там или не в США. Дело в том, что секретарь РНБО, ну, со своими командировками, наверное, в сегодняшнее время, когда такой скандал, наверное, как-то должно было быть более открыто и официально. Но А если ты в США, вы вообще ну, часто напишешь. встречали в повестке политической, новостейной, что секретарь РНБО Во уезжает время войны куда-то куда-то... в Согласен. командировку? Да, согласен, это неправильно. Абсолютно неправильно. Но то, что здесь, так сказать, речь идет о начале нового политического сезона, я об этом сказал, и мое мнение, ну, я его не меняю. Нужно ли наказать всех, кто там украл сколько, 100 миллионов? Конечно, нужно. Будет ли расследована вся цепочка? За сколько? За год, за 2, за 4, за 8, за 11, за 14? Будут ли посажены все фигуранты или как? А вон сегодня вышла новость перед эфиром, я прочитал просто, да, что катастрофическое положение, с одной стороны, в железной дороге, что прошлый год, вернее, 25-й год, 13 миллиардов была дотация из бюджета, на 26-й год Лещенко попросил 16 миллиардов дотацию из бюджета. Ну, то есть на грани остановки, как бы официально Укрзалезница, но специалисты в цифрах факта говорят, что да никуда не делись все эти схемы. И не надо нам рассказывать про убытки, про грузовые перевозки. В западном направлении все кипит, аж шумит. И продажа электроэнергии, закупки и так далее, и так далее. Ничего никуда не делось. А я, так как никто другой, знаю всю подноготную Укрзалезницы. У меня вот тома вот такие были там с 16 по 20, наверное, второй год. Да, собирал я все, что там творилось. И все эти напсоветы и так далее. Кстати, Сергей Лещенко в напсовете Укрзалезницы на разных, как сказать, на разных должностях, ну, сегодня 25-й год, типа там, да, 6 лет. Сейчас он вообще зам председателя. Никто не разговаривает о том, что Милованов вдруг написал 2 заявления, ушел с напсовета Энергоатома, значит, после скандала, этого Миндич Гейт его называют, и ушел с председателя напсовета Укроборонпрома. И полстраны аплодируют, как мартышки. Чего вы аплодируете, объясните мне. У меня вопрос к Милованову. Ну ты ж там был. А ты что, не несешь ответственность как член наблюдательного совета в Укрэнерго, как председатель наблюдательного совета там в Укроборонпроме? Классно устроились они все. Там скандал, говорит, ну все, я отвалил. Поехал заниматься Киевской школой экономики и танцами сальса. Ну что это за хрень такая? Именно поэтому, Саш, заканчиваю. Именно поэтому моя позиция настолько последовательна, за что меня соросята, так сказать, бьют. Моя последовательная позиция такая. Не должно быть в Украине, если мы хотим иметь статус суверенного субъекта, не должно быть никаких напсоветов,
с участием иностранцев, с участием активистов, прозападных, провосточных, промарсианских, не должно быть. Потому что государственные компании – это стратегический государственный ресурс. Это наши деньги, это военная тайна, это структуры, которые имеют стратегическое значение для государства. Как этим всем могут управлять люди с 2 паспортами, с 5 паспортами, немцы, датчане? Мы же понимаем, что это агенты. Что это за общественные советы при НАБУ, при САП, комиссия доброчестности? Значит, иностранцы выбирают нам судей, иностранцы выбирают нам прокуроров, иностранцы выбирают нам главу АРМА. Это путь к разрушению суверенитета. Я об этом заявлял многие годы. Я и сейчас так считаю. Потому что великие слова Амшельда Ротшильда, это же я не для красного словца их повторяю, это философия. Как он говорил, один из основателей клана Ротшильд, который сейчас миром управляют, он говорил: дайте мне управлять государственными деньгами, и мне будет все равно, кто в этой стране пишет законы. Так вот, государственными деньгами управляют государственные корпорации, то есть наблюдательные советы. А что там такое, большинство... подождите, что такое государственные деньги в Украине? Вот что это такое? Вот смотрите, сегодня... Государственные деньги, как говорила Маргарет Тэтчер, нет государственных денег, да, есть деньги налогоплательщиков, есть и такая история. Я имею в виду, что наши государственные компании, монополисты, там вращаются просто сотни и сотни миллиардов государственных денег Украины. Ты вот только возьми, перечисли там топ-10 на государственных наших компаний. И ты поймешь, что вот в этом и есть вся экономика украинская. То есть напсоветы через тотальное влияние иностранных граждан, агентов, и через влияние на них вот этих соросовских структур, собственно, управляют, курируют, наблюдают вот за движением всех этих денег. Нет, давайте так. Я когда-то считал... Да. У нас какая, допустим, сейчас мостик перебросим в Париж, Зеленский сегодня был в Париже, вот вы говорите, деньги государственные. Значит, Европейский Союз сегодня говорит, что вот там Бельгия заортачилась уже очень серьезно там внутри политики по поводу репарационного кредита. В общем, предлагается 90 миллиардов выделить Украине, и, чтобы еще годик повоевать. И вообще там Евросоюз рассчитывает на то, что в 26 году, в конце года 26-го все закончится. Об этом говорит сегодня Макрон на встрече с Зеленским. Но тут же очень такая специфическая история. Значит, 100 самолетов, и это все идет в заголовке. Смотрите, 100 самолетов когда-нибудь, декларация о намерениях. То есть фактически Зеленский, который прибывает, это безусловный удар по Зеленскому. Тут, я думаю, и вы спорить не будете, никто спорить не будет. Это удар под дых. Это вот через там Коломойский сейчас улыбается на своих судах. Вы видели тоже, да, как он о Миндиче отзывается об этой всей истории. То есть, ой, Наполеон, говорит, скоро его не будет на Зеленского. Отлично. То есть, это вот у него хорошее настроение. У Бени, наконец-то, хорошее настроение. Так вот, там же очень много красивых слов, да, и репутационная, скажем, поддержка от Макрона, которую получил Зеленский в этой связи. Но она же, эта поддержка, выливается в элементарные взятки. Вот смотрите, вот вы говорите, война не должно быть. Так у нас элементарное взяточничество на межгосударственном уровне процветает. Летит Зеленский в Грецию. Чего с этой Грецией возьмешь? Будем покупать сжиженный американский газ. Люди, специалисты, посмотрели на трубы, что куда идет, как заходит, как переходит. Говорят, ребята, это просто, чтобы Трампу лизнуть. Что там какой-то терминал в Греции примет и куда-то отправит. Опять-таки, сегодня с Макроном 55 электровозов закажет Украина у Франции за деньги. 55 электровозов. Сумма большая, вменяемая. Для кого? Для Укрзалезницы, вашей любимой. Закажет, чтобы что? Чтобы у французов были рабочие места, чтобы они осваивали, а деньги возьмут у той же Европы и, собственно, переложат из кармана в карман, и это как бы откупные. Такой процент для Макрона, чтобы он вышел перед своими. Все понятно. И вот это вот процветает, понимаете? Вот эта история. Все понятно. Как вы оцените визит Зеленского в Париж сегодня? Первое. Расстрою всех, кто думает, что
только у нас коррупция, взяточничество, как Саша сказал, и бартер. Я с улыбкой на лице с этого начал нашу программу. Ведь вся мировая система политики, ну, можно говорить слово «взятки», это грубо, но вся мировая система политики – это попытка наладить отношения, это попытка бартера интересов. Это попытка подружиться с одними против других. Если вы возьмете Европу там, за последние, ну, допустим, там, 150 лет, то вы просто посмотрите, сколько раз все друг против друга и все друг с другом. Да? А Франция с Германией против бритов, бриты с французами против нет, ну и так далее. Ну, весь мир в бартере, в угодничестве, в соглашениях, где каждый пытается отстоять свой какой-то интерес. Ну и ярчайший пример, да, швейцарцы знают этот психологический аспект Дональда Трампа, его любовь к роскоши и так далее, и так далее. Швейцарские компании сбросились, там не бедные ребята, и привезли Дональду Фредовичу красивую такую, значит, господи, эту золотой слиток, и какие-то там красивые золотые часы, и все, и скачуха пошла. Дональд говорит, ну окей, сколько там у вас были пошлины? Там вот столько-то, да давай в 2 раза меньше. А какие проблемы? Ребят, ну это чистой воды международная коррупция. Можно улыбнуться с этого, можно не улыбнуться с этого. Ну то есть, если уж так, да, объективно, то есть сидит президент Соединенных Штатов у себя в кабинете с ручкой в руках, ну и раздает квоты, раздает пошлины, санкции. То есть, а на чем это основано? Почему вчера было так, а сегодня так? Это как ему подарили самолет. Но я думаю, что это все входит в систему юридического обеспечения так, что ты не обвинишь Дональда Трампа ни в чем. Я думаю, что они там это запишут. Ну, неважно как. Но это же вот чистой воды. Поэтому я перехожу к 3 вопросам, которые ты поднял. Итак, Бельгия, Евроклир, ну, это, так сказать, да, ящик, где хранится много-много всего. Денег, активов, бумаг ценных и так далее. Значит, Евроклиру управляет, ребята, у них хранится активов, бумаг на 42 с копейками там триллиона долларов. Это примерно 14 ВВП Франции. 42 триллиона. Вот чтобы было понятно, что это такое, потому что ну, для обычного зрителя, любого человека, что такое триллион? Значит, 42 триллиона. Для сравнения, главный фонд инвестиционный, да, мировой вот этот гигант, который чуть ли не управляет полмиром, BlackRock, они управляют 13 триллионов. 13. А здесь хранится в Евроклире 42 триллиона. Из них там российских активов замороженных 193 миллиарда, прилично, под 200 ярдов, из которых 180 миллиардов принадлежит Центробанку России, который, внимание, что бы там Россия не говорила, но когда-то и бриты, и американцы все так построили, что до сегодняшнего дня Центробанк России работает по методичкам Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки и никуда дернуться с этого не может. Так устроена пока мировая система. Поэтому премьер Бельгии говорит, да мы не можем передать, мы так никогда не делали, и приводит пример убийственный, против которого очень трудно спорить. Он говорит, даже во время Второй мировой войны у нас лежали деньги, ну лежали и лежали. И дальше пусть мировая юриспруденция и мировая политика принимает решения. Даже после того, что там, да, нацизм закончился, деньги там лежали и так далее. Не отдадут они эти активы Украине. Следующий вопрос. Франция. Ну, мы заключили соглашение. Окей, я за, замечательно. Это все же после войны. Но это же все после войны, это же не сейчас. Более того, я помню, что мы заключали соглашение, и так ждали мы джавелины, мы ждали абрамсы, мы ждали леопарды, мы ждали, ну, может, что я еще забыл. В данном соглашении, если мы найдем деньги на закупку вот этого всего, ну, я за, да, здорово. То, что мы не можем производить, надо закупать, если мы хотим строить мощное наше ВПК, но это все на потом. Сейчас же идет речь о том, как закончить войну, как прийти к миру. Если бы я мог, я бы уже ко всему миру обратился бы, и к президенту Украины уже обратился. Но надо заканчивать. Но надо как-то начинать... Да. Смотрите, тут же очень интересный момент. Вы заметили, как проскочили
Вот прям проскочили с этими всеми перипетиями информационными и событиями, да и в мире, и вокруг украинской войны, ну вот этой, которая в Украине происходит, нашей, да, проскочили вот этот мирный план Европейского Союза. Последняя новость об этом была о том, что Зеленский не в курсе, ну, не знает, что там у Европы А его не на будет уме. пока, его нету, мы же говорили с То тобой. есть, смотрите, Его не будет. его проскочили, но сегодня выходит Макрон и говорит, под Парижем есть штаб-квартира коалиции Ж, и эта коалиция Ж уже прям готова вводить войска в Украину после войны. Слушайте, вот это вот очень Первое. интересная информация. Зачем она? Сейчас скажу. Скажу, да. Ну, первое, опять мы с тобой оказались правы. Извините, я перед зрителями сейчас прошу прощения, может быть, да, Спивак вот хвастается. Я не хвастаюсь, но приятно, когда, да, твой анализ и твоя аналитика приводит к тому, что через 1,5 месяца тебе говорят, ну да, ты был прав. Я же сказал, надо следить внимательно за тем, с чем приехал Трамп после Лондона. И меня еще зрители спрашивают, да при чем здесь Трамп, Лондон, тебе же Спивак говорят, европейский план мирный. Я говорю, не-не, ребят, не будет пока европейского плана мира. Я объяснил, почему. И Трамп для особо одаренных тогда вышел и дал интервью за день до того, как европейцы действительно должны были подписать мирный план. Такой общий. Украина, Европа, и они очень рассчитывали на то, что и некая будет подпись там Соединенных Штатов. Ну, может быть, не Трампа, может быть, Рубио, Венца и так далее. А что сказал тогда Трамп? Я сейчас таблеточку для памяти. Прошло там 1,5 месяца. Трамп сказал 3 пункта. Первое. Я, говорит, не участвую там в этих разборках ЕС, Россия, что там, эти активы там, ну, занимайтесь, как бы, я же не возражаю. Второе. Судя, говорит, по всему, стороны хотят повоевать, да, война должна там как-то вызреть. Ну, окей, воюйте, я буду продавать оружие, а вы там давайте покупайте и воюйте. И что-то он еще сказал про Европу. Там в Европе все побежали покупать памперсы и поняли, что секундочку, а какой же мирный план, когда Европа понимает, что она шпантовалась, им очень нужна была помощь Штатов. А Трамп сказал, да я пока шажочек в стороночку, а вы там без меня. А без меня не получается. Вот и все. И поэтому тогда тоже эмоционально так Зеленский сказал, да я не видел пока никакого мирного плана от Европы. Хотя он был уже почти на мази. А теперь сегодня Макрон. Ох, как бы так сейчас, все-таки он же президент Франции. К сожалению для нас, в нынешней ситуации я могу констатировать несколько вещей. Макрон слабый президент Франции. Макрон не подходит на роль лидера Европы. Пошел 10-й месяц, как Макрон создает или там соучастник, или там, ну не соучастник, соучредитель коалиции желающих. 10-й месяц. 10-й месяц нам рассказывают про контингент войск. Только не сейчас, а потом. И не там, где линия фронта, а в диаметрально противоположном положении. То есть даже сегодня Макрон заговорил о том, что, мол, рассматривается, пошел 10-й месяц, как они рассматривают, об введении определенного военного контингента потом, после войны, там где-то к западным границам. Если бы я мог дискутировать с господином Макроном, я бы спросил его, господин президент, у меня 2 вопроса. Зачем нам ваши войска после войны у западной границы? У нас 800 тысяч армий. Дай бог, чтобы все, кто еще вот на сегодня живы, чтобы война бы уже закончилась побыстрее, все придут с фронта, и уж после войны свои западные границы, ну, мы как бы в состоянии и без вас. Это первое. Второе. Ну, это же не за мир. Это же продолжение войны. Ну, если Россия скажет, что они против, не будет мирного соглашения. А не будет мирного соглашения, значит, никакого не будет контингента французского. Но он же не может этого не понимать, Эммануэль Макрон. Поэтому все его заявления, они какие-то на потом. И, Саш, вывод-то очень простой. Вывод очень простой. Вот он сказал, Макрон, что, как они любят эти фразы, он говорит, что мы закончим войну до 27 года. Ну, конечно, когда Европа говорит, что война закончится до конца 26 года, Макрон решил, дай-ка я поменяю фразу, я же не могу говорить, как они все. Да? Эти говорят, до конца 26-го, Макрон говорит, ну, до 27-го мы закончим. У меня тоже вопрос был бы к Эммануэлю Макрону, мы это кто?
Вот вы А говорите, тут мы закончим непонятно. войну. Выходит Писториус, Кто мы, говорит, как смотрите, закончим? выходит Писториус, говорит, ускоряется история. Они там к 30-му году хотели воевать с Россией. Ну, как бы готовились. А сейчас не-не-не, сейчас будет там 29-й, 28-й. Смотрите, И все да, я готовятся понимаю, воевать с Россией. Сейчас вот я понимаю. перед нашим эфиром, прям вот-вот, тютелька в тютельку, да, приходит польский генерал на польском телевидении Веслав Кукула. Говорит, противник начал подготовку к войне, он создает здесь определенную обстановку, цель которой подорвать доверие общественности к правительству, к таким основным структурам. Короче, Польша готовится к войне. Туск с утра ездил, осматривал железную дорогу, кто-то подорвал снабжение, причем там по железной дороге идет и в Украину оружие. Все, поляки, ухо востро. Сейчас закончу с Макроном, перейдем к полякам и к Писториусу. С Макроном последний штрих, вот то, что ты его сказал, я поэтому должен его как бы закончить. Создание штаба под Парижем. Ну, можно штаб создать, можно клуб бильярдный создать. Можно создать коалиции желающих. Ничего не будет, пока не получится и не возникнет в Европе коалиция могущих и решительных. Ну, что толку, что вы что-то желаете, хотя никто нам еще не объяснил, что конкретно. Таким образом, я вот этот визит делю на две части. Экономическая часть. Если это все после войны станет реальностью, мы заключим контракты, у нас появятся деньги, инвестиции и так далее, мы сможем закупать там вот эти истребители Рафаэл, мы будем получать какие-то другие виды там или на железную дорогу. Нормально. Ну, мы обязаны экономически сотрудничать с сильными странами. Франция, Германия, Италия, Америка, Китай. Да нет вопросов. То есть я за. Я за вот это соглашение на 10 лет. Оно мне нравится, если оно станет реальностью. Все остальное, вот коалиция желающих, мы вот это вот всех порвем. Извините, Станиславский говорил, не верю. Ну, не верю. Не будет никаких контингентов войск. Ни о чем это. Теперь, по Греции ты все сказал, тут даже вопросов как бы особо нет. Значит, да, мы пытаемся сейчас, как ты сказал, это ход вот сюда, к Трампу, чтобы его СПГ как-то, да, нормально, конечно. Пытаемся подыграть Трампу, пытаемся сыграть в его игру. Поймали, что задача Дональда Трампа сейчас, да, передел нефтяного рынка, передел рынка сжиженного газа. Ну вот и мы тут хотим как бы, чтобы, да, помочь им. Ну, это, ну окей, получится хорошо. Но если вы посмотрите структуру импорта в Грецию газа, то там, кстати, достаточно значительная роль российских энергоресурсов. Но это отдельная тема. Получится у нас с греками вот эту транзитную историю, ну классно, здорово. Заработаем, какое-никакое партнерство с американцами, где-то становимся чуть более независимы, но это опять же, это все не о войне, это о другой составляющей. Теперь Писториус, Туск, Польша, которые готовятся к войне. Да никакой войне они не готовятся. Но любой здравомыслящий, серьезный аналитик, коих в мире тоже есть, ну давно уже все сказали. Россия не может напасть на Европу и не может напасть на страны НАТО. Россия Покровск 11 месяц взять не может. Поэтому, ну, возьмет, наверное, падет этот Покровск или не падет. Не об этом речь. Ну, любой аналитик вам скажет, да нет никаких ресурсов у России после того, как они 4 года уже увязли в войне в Украине, нападать там на Германию, Францию, Польшу и так далее. Речь о другом. Речь о том, что немцы и поляки вот этими заявлениями – это лоббизм военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Когда перед тобой создается информационная угроза большого врага, который вот-вот на тебя нападет, что ты делаешь? Правильно. Ты заключаешь как можно больше военных контрактов, закупаешь оружие, ты готовишь своих избирателей, польских, немецких, французских, мол, ребята и девчата, фрау, мадемуазель, да, мы живем чуть хуже, ну потому что готовимся к войне, вы же на нас не обижаете, мы же за вас, но мы вот вынуждены. То есть это все мировой лоббизм. Серьезные политики мира понимают, что после того, как закончится война в Украине, или закончится ее стадия горячая, да, ну какая Россия, куда, на кого нападет Россия, о чем мы говорим. Диверсионные акты, там, типа Польши, ну, наверное, они будут проходить. Слушайте, недавно в Германии там что-то, завод какой-то взорвался, недавно в Соединенных Штатах Америки, да по всему миру чего-то происходит.
Но мы же должны понимать, Почему это Польша почему делает? они об этом заявляют? Смотрите, можно там Я только что объяснил. Нет, можно дискутировать с вами, спорить с вами, что там Россия не может, потому что, ну, слаба, да, слаба, или там две войны не может, или параллельно не может. Опять-таки, а как понимать вот это нападение? Это нападение, чтобы что? Вы же помните, рисовали карты, как захватывают Прибалтику? Вот всю, одним махом, и через 180 дней как бы собрались натовцы и отбили ее назад. Это прям выписанные есть такие стратегические вещи. То есть Польшу захватывать я не могу понять зачем. То есть не может, не может, и все не могут понять зачем. Но как бы денежки пилят, понимаете? Вот же тут, понимаете... Вот все вот, Саш, Нет, вот ты ответил. почему я поднимаю этот вопрос и вот делаю акценты, заостряю? Потому что такое ощущение складывается, что вопрос продолжения или завершения войны в Украине напрямую сейчас зависит от угрозы вот этой мнимой, иллюзорной или реальной, которую разгоняют Европа. Чем больше этого будет, тем хрен закончится война в Украине. Абсолютно верно. Ну, абсолютно верно. Все три пункта верны. Политически, да, это лоббизм ВПК. А для этого нужен, угроза внешнего врага, иначе никто не пойдет покупать ватрушки. Второе, пилят деньги огромные, так было, есть и будет. И третье, ты прав. То есть Европе нужно еще пару лет, чтобы встать на ноги. А эти пару лет пусть Украина пока как бы воюет. Но они все время вот этими как бы угрозами хотят привлечь сюда Дональда Трампа. И четвертый есть еще пункт. Четвертый пункт. Он же звучит так. В Европе пока еще, так сказать, правит бал мировое левачество и глобализм. Сегодня началась драка, да, такая политическая драка глобалистов и трампистов. Эта ситуация входит уже на финишную прямую. Где-то с марта месяца там начинается избирательная кампания. Это судьбоносные будут выборы в октябре 2026 года. Если демократы возьмут реванш и возьмут хоть на один мандат больше в парламенте, у Дональда Трампа будут большие проблемы его последние 2 года. Он это понимает. И поэтому европейский кейс, он сегодня в том числе рассчитан на это. Ну и самое важное, Саш и друзья, зрители, дорогие мои, я много раз уже говорил, мировая политика не решается на трибуне. Может выйти кто-то Туск, Писториус, что-то сказать, кого-то обвинить. Но не они принимают решения, но не они, так сказать, ведут эти все глобальные вопросы. А те, кто принимают глобальные решения, и их спецслужбы точно знают, кто на кого планирует нападать, у кого какие есть возможности, какие есть задачи, каких нет задач. Поэтому я вас уверяю, что вот сейчас там зашевелился опять Ватикан. Недавно была встреча там представителей Короны и Папы Римского. Идут процессы. Мой прогноз остается. До конца этого года, до конца 4-го квартала 2025 года в мире будут приняты определенные, очень глобальные решения. По многим вопросам, многим. И то, что будет принято, будет имплементировано в жизнь где-то в районе 1-го квартала 2026 года. Я об этом говорю с марта, то есть я тут последовательный. Могу ли я ошибиться? Ну, могу, но не хотелось бы. И дело не в Днепровском раввине, дело в аналитике, которую мы сегодня все делаем. И вот сейчас, вот в эти дни прям, вот сейчас, вот сегодня 17, 18, 19, 20, будет определенный визит в тот же Ватикан. Там очень будут серьезные встречи. Да и сегодня встреча Владимира Зеленского и Макрона – это внешняя оболочка, вот это соглашение экономическое, истребители, электровозы, там, да, там внешняя, там был серьезный разговор, в том числе и о политическом урегулировании войны. Ну и Дональд Трамп прекрасно понимает, что у него есть 2-3 месяца на 4 вопроса. Он себя тоже, Дональд Фредович, загнал в определенные тиски, что ли, да? То есть, смотрите, он пока еще не решил вопрос с Венесуэлой. Не то, что не решил вопрос с Венесуэлой, он еще даже не решил, что с этим делать. Ну, нападать, не нападать. Может быть, свергнуть Мадуро так. Может быть, спецслужба. Может быть, уговорить. Может быть, купить. Может быть, поменять. Может быть, идти в военные операции. У него пока нет решения. Это первое. Второе. Сектор газа. Там пока еще вот так все.
И израильское лобби в Америке больше, чем американское лобби где-либо. Сейчас летит к Дональду Трампу наследный принц Саудовской Аравии. Тоже, небось, с подарком прилетит. Там серьезные будут контракты. То есть, с одной стороны, Дональд Трамп привлекает в Америку колоссальные деньги. Это есть правда. Но, с другой стороны, экономика-то американская пока стагнирует. И все равно американцы потребляют больше, чем производят. И все равно китайцы пока набирают обороты по редкоземам и так далее, и так далее. Дальше третий пункт. Трамп хочет решить вопрос со Средней Азией. Он его начал решать. Это глобальный для него вопрос. Сейчас летит туда Рубио. Потому что задача Трампа оттеснить от Средней Азии и Китай, Иран и Россию. Ну и вот кейс Украина, Европа, Северный поток-2 и так далее, и так далее. У него осталось 3 месяца. Ну, на мой взгляд, 3-3,5 месяца. Все эти решения будут приниматься сейчас. Это с одной стороны. Ну а есть силы, я их называю глобалисты, мировое левачество, кто, конечно, категорически против, чтобы у Дональда Трампа все это получилось. Поэтому они будут вставлять палки в колеса. И мы, Украина, здесь вот в числе, вот в числе этих кейсов, где вот это все будет бурлить. Поэтому, конечно, пол Европы не заинтересована в том, чтобы у нас все закончилось. И не надо мне рассказывать про то, как они там мечтают, как они думают о нас. Слушайте, вот среди наших зрителей, Саша, вот я же уверен, что есть много людей, кто были в Польше, у кого сейчас друзья или родственники в Польше. У меня тоже много знакомых в Польше. Ну что мы обманываем сами себя? Но поляки херово относятся к украинцам. Было, есть и будет. На генетическом уровне они хреново относятся к украинцам. И Речь Посполитая, где была столица, как они к нам относились, кем они считают Украину, так и сейчас. Лучшими партнерами обездоленными, вот это вот. Да не примет Польша нас в ЕС. Или он Макрон вышел сегодня. Опять, вот извини, возвращаюсь к Макрону. Ты просто этот тезис его не трогал. А он говорит, путь Украины в ЕС будет трудным, значит, и слушайте, вот тоже, господин Макрон, вот вы это сказали, ну окей, так, ну мы это поняли, и что? Вы нам облегчите этот путь в ЕС? Или вы просто об этом сказали, чтобы мы поняли, что нас там нахрен никто не ждет, как в НАТО? Или вы с какой целью это сказали? Ну мы поняли, что наш путь туда будет тернистым и трудным. Я бы еще добавил, и очень долгим. Потому что не только венгры или словаки против, поляки против. Да и немцы, черт возьми, против. Никто нас не будет кормить, а если нас туда принять, нас надо кормить, восстанавливать, помогать. Это сотни миллиардов. Значит, их нужно забирать откуда-то. Нет у них откуда. Играют с нами, выходят на трибуны и играют. Поэтому, Саш, вот я как бы закругляю эту историю. Дональд Трамп сейчас вновь заговорил о вторичных санкциях против всех тех, кто ведет бизнес с Россией. Посмотрим, это они там, да, кто кого называется. Будет водить, не будет, не знаю. В это же время сегодня как бы ответка такая, да. С одной стороны, он заговорил о санкциях, а с другой стороны, все проекты Лукойла в Казахстане вышли из-под санкций. И венграм разрешили, и словакам разрешили, и болгарам, у кого там Лукойл. То есть, понимаете, друзья, Дональд Трамп же тоже себя ведет, ну, как бы вот так вот, в ручном режиме. Сюда санкции, сюда 10%, сюда 15%, сюда 40%. Он тоже играет. Цель – передел рынка. Поэтому санкции Трампа против Лукойла и Росатома – это не про Украину. Это про интересы Дональда Трампа. Он меняет конфигурацию мирового рынка нефти. Что могут делать русские? Что могут, то делают. Вот сегодня там «Газпром» начинает процесс там, технической документации по этому «Сила Сибири-2» с китайцами. Это долгий проект. Он очень дорогой, очень долгий. Это не завтра, это не послезавтра. Но он начинается. Там Трамп заговорил про ядерные испытания. Вроде как вы видите, сошла эта тема. То есть что-то будут испытывать, но без боеголовки. Значит, без ядерного. Потом Трамп сказал, что он хочет встретиться втроем, значит, да, по теме денуклеаризации. Ну, и имеется в виду с Россией и с Китаем. Потому что Китай поставил задачу до 1935 года сравняться по ядерному потенциалу с Соединенными Штатами и с Россией. А по количеству кораблей военно-морского флота Китая они уже превосходят, значит, Соединенных Штатов Америки. Есть еще один вопрос, Саш, и вот к зрителям. Вот как мы с вами падки
на сенсации и на заголовки. Вот смотрите, друзья, я сейчас один пример просто приведу. Мне кажется, он показательный. Вот сколько мы раз с вами произносим или там вспоминаем или читаем новости, касающиеся ЦРУ, ФБР, Ми-6, там, да, Моссад. Ну, много у нас, да, об этом мы говорим. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в Китае есть спецслужбы? Ну, ответ очевиден. Думаю, что даже так можно сформулировать вопрос, что в каком Китае не может быть простенькой спецслужбы. Это мощнейшая структура по всему миру. Мы что-то знаем о нем? Нет, я нет. Думаю, что и Саша ничего не знает. Думаю, что и большинство из вас ничего не знает. Почему? Ну, они в тени, о них не пишут. К чему я это говорю? Вот вы спросите, ты к чему это рассказал? Я рассказал это к тому, что есть новости на поверхности, есть сенсации создаваемые, а есть закулисье мировое. И когда BlackRock договаривается уже даже с Китаем, BlackRock, мировая финансовая элита, заходит в Китай, и китайская компартия дает им добро там, на определенные проекты, а это сотни миллиардов. Представляете, какая кооперация мировая? А политики будут выходить, и, значит, там ты правый, ты левый. А мы пока будем с вами биться за Пушкина и за Мову. А пока будет коррупция. А мы будем с вами участвовать в этих скандалах. У Жванецкого была, он вообще юморист, но у него была философская одна история, фраза. Она вот прям про нас. Мы всегда боремся с плесенью, вместо того, чтобы бороться с сыростью. Мы с последствиями. Мы все время о последствиях. Надо же понять суть происходящего, глубинную суть происходящего и подумать, как с этим справиться, а не выходить с картонками в свободу Шабунин. Условно. Надо же подумать о чем-то. Что такое НАБУ, САП, ВАКС? Кто нам это создал? Кто на это потратил деньги? А если потратили деньги, то нахрена? Какая цель и задача? Что такое USAID? Что здесь делает Сорос? Подумать, а почему Трамп разбирается с Соросом? А почему Болгария разбирается с Соросом? А почему грузины хотят всех этих структур выгнать? А почему Соединенные Штаты Америки 80 лет назад приняли закон об инагентах? Первые приняли закон. И правильно делают, я им аплодирую. Как это? Кто-то будет, там какие-то общественные организации, которых там финансируют из-за рубежа, что, должны кировать американской политикой, что ли? Нет, конечно. Много процессов. Надо знать историю, что она повторяется, история по спирали. И тогда можно делать правильный вывод. Ну тут вопрос главный. Вот и все. Кто ответит, понимаете? Вот сейчас все За что? наблюдали, ну вообще ответит за происходящее в стране. Потому что вместе с вот этими всеми там, органами и всем остальным нет ответственных. Ну нет. Ну вот опять-таки, лишил гражданства Зеленский Миндича, тот укатил в Израиль с паспортом израильским, там сидит. Коломойский смеется, говорит, да это вообще приди, перенеси, подай, уйди, не мешай, понимаете. То есть какой энергоатом, у него 3 класса образования. И как-то, знаете, смотришь на Коломойского в этом всем положении, и как-то ему веришь, хотя тот еще жук. Понимаете, в чем дело? А Притула ему кричит вот это вот. Притула записывает гневный рок, говорит, я тут собираю миллиарды на антишахеды, дроны-перехватчики. Миндич, пополняй банку, я знаю, у тебя есть. Какую банку? Какой Миндич? Где Миндич? Где Притула? Ну, то есть, понимаете, абсолютный какой-то кавардак, идиотизм. Сюрреализм. Они палят сами себя. Выкрики Притулы опять подтверждают мою правоту. Выборы. Все, начался политический процесс. Они стебутся с нас все. И Притулы, и все остальные. Что касается Игоря Валерьевича, я как бы его знаю. Это его манера. Заметьте, он 2 года молчал и только сейчас начал говорить. А я бы прислушался к нему по поводу Миндича. Он его знает. Потому что он когда-то сам рассказывал историю их отношений. То есть я не знаком с Миндичем. Я вообще не знаю, кто это такой. Я еще 1,5 года тому назад этой фамилии не слышал, честно говоря. Но когда рассказал об этом Коломойский, что это там, когда-то он был жених дочери Коломойского, там они встречались, что Миндич был там партнером Коломойского по каким-то там небольшим проектам. Ну, то есть он его знает много-много лет. И вот эту характеристику, которую он ему дает, такое дело. Теперь, Саш, кто будет нести ответственность? Я расстрою тебя.
тебя и зрителей. А какую ответственность? Уголовную, криминальную? Да, не знаю, может, и кто-то будет нести. А кто у нас понес ответственность за 35 лет последних, 34? Кто-то понесет. Как, когда, сколько, не знаю, не знаю. Будут новые У меня какие-то есть скандалы. вариант по поводу ответственности, Дмитрий. Я вот, знаете, вот все ж очень кровожадные, да, даже там есть Да, такой Игорь Шевченко, тоже такой товарищ политик, он у себя на офисе написал «смертную казнь за коррупцию». Смертную казнь. И вообще, конечно, в комментариях все очень кровожадные. Ну, потому что... это который ты ж скажи зрителям, ну, чтобы понимали, кто это. Это экс-министр экологии. Был такой, да. Смотрите, Экс-министр экологии, за ребята, смертную казнь, экологии. да. Министр экологии. А Понимаете, экология там, тут же какая там все история? хорошо. И все такие кровожадные, все и в комментариях, я знаю, пишут, а вот это вот давайте там всем Зеленского посадить, там Ермака убрать. Сейчас же там Железняк, которого упоминали выше, говорит, что среди слуг брожение, что там сейчас группа из депутатов говорит, снимайте Ермака. Вот эта вот вся история с Безуглой, Добби теперь свободен. Ну, вот эти все вещи. То есть там идет вот эта вот подковерная борьба. И все такие... Но мне кажется, что лучшее вообще наказание за все это посадить человека на минималку украинскую, пенсию и в хрущевку какую-нибудь панельную, которую там или Кличко, или какой-нибудь мэр райцентра какого-то, да, вот этого Чернышова, который говорит, я не Че Гевара, да, вот этих всех людей, которые вот просто, их даже не в тюрьму надо сажать, их вот туда надо сажать, все отобрать, оставить там 3000 гривен, вот эти 5, например, 3-5 тысяч гривен, и пускай живут в какой-нибудь хрущевке, в панельке, и пускай ходят в супермаркет, покупают себе продукты, все отобрать. Понимаете, я просто начинаю задумываться, и тоже хотел поделиться с вами этой мыслью, именно с вами. Вот смотрите, почему был и почему, конечно, кровавый, конечно, несправедливый, но процесс раскулачивания тогда, после революции, вот поэтому, чтобы вот эти в кружевах и вот этих там схохве в фарфоровых китайского фарфора чашечках, какие-то там вот эти гедонисты немножко хлебнули. Их же не всех там казнили, кто-то уезжал, кто-то еще. Их заставляли жить как, ну, обычные люди, холопы. И вот какие мысли напрашиваются. Это самое страшное. Забвение и жизнь как холопу вот этим всем товарищам из окружения. Саш, я тебя опять расстрою. То есть я тебя понимаю, здесь я с тобой отчасти не могу не согласиться. Все, что кипит у людей, врачей, медсестер, да, там на копейки работают, тут смотрят, как жируют эти все. Понятно. Но это все является таким, да, это все является подоплекой для левой революции, для левого уклона, для социализма, да, или для правых таких, да. Надо же понять, чего мы хотим строить. Вот ты говоришь, вот там, как обычные люди, их заставляли после революции. Да никто не заставлял. Нет понятия, как жить обычным людям. Раскол в обществе на бедных и богатых в большинстве стран мира. Да, великий Ли Куан Ю, он писал, да, в своем вот этом труде огромном, большая книга, я бы советовал прочитать зрителям, из третьего свиту в Перший, что вот, как произошла вот эта история Сингапура. И он говорил, что классное общество – это когда минимальный доход 5000 на человека. Тогда им невозможно манипулировать. Тогда, когда ты хорошо живешь, с тобой можно говорить о чем-то серьезном, Не о культуре, о гривень. достижениях. Подождите, не гривень. Не 5000 гривень. евро, я сказал. Да, извини, но я сказал Вы, гривен, прошу прощения, 5000 не, евро. Ну, Ли Куан Ю вы просто сказали не знал 5000. про... Да. Да, не знал про гривен, да. То есть речь идет о том, что понятно, когда люди обездолены, они хотят крови. Да это понятно. Ну так было, есть и будет всегда. Посмотрите на все эти уличные революции Ближнего Востока, Африки, Южной Америки. Очень легко возбуждать людей, давайте у него все заберем, и у него все заберем, и поделим. Но никогда не делят справедливо. Да, во все эти кабинеты революции 1917 года, да, переехали большевики и сформировали свою касту, свой клан, да, свое сословие, да, кто там, советы правили. Да. А рабочий как был рабочий, так и есть. Саш, это политологические сложные вопросы.
Если ты там про конкретного Чернышова, могу тебе вот просто свой дать прогноз. А можно про Сейчас конкретного произойдет Ермака про прогноз? конкретного Ермака. Интересная вещь. На пленках о нем ничего нет. Как ничего нету? А, Али Баба, Алла Борисовна. Как ничего? Все есть. Упоминается, сегодня Если у рассказали. НАБУ отвечают, я скажу тебе, скажу, там Че Гевара, Алибаба, вот там смеются, вот, а что Чернышов так ответил? Ну, правильно ответил. Ну, тебя спрашивают, прикалываются с тебя. Ты Че Гевара? Чернышов говорит, я Чернышов. А он как-то по-другому должен ответить? Нет. А если он там есть, и будут криминальные дела, то это здорово. Если докажут, классно. А если НАБУ сейчас остановится, а я тебе говорю, что сейчас будет пауза. А что такое пауза? Нам будут порциями выдавать вот эти, вот эти материалы прослушивания. А от чего зависят эти порции? Никто не задумывался. Ну почему нам дают вот это, а не это? Почему делают паузу в месяц? Идут переговорные процессы, идут политические вопросы. А кого с кем? Кто с кем и о чем ведет переговорные процессы? А кто стоит за НАБУ? А кто дает задачи или команды? Поэтому такая же ситуация, могу сказать, по Чернышову, там, по Ермаку, то по-любому. Ну вот если там есть какие-то вопросы, это все надо расследовать. Я буду рад, если мы будем это расследовать. По Энергоатому, по другим нашим госкорпорациям, ну вообще по коррупции в Украине, вне зависимости от того, чьи фамилии там и так далее, и так далее. Я за. Я просто смотрю на то, как ведут себя НАБУ, то есть и как ведут себя Соросята. Значит, когда СБУ задерживает детектива НАБУ, это нельзя, свободу Юрию Деточкину, а вот тут можно. У меня вопрос, а почему нельзя? Если у службы безопасности Украины есть документы, есть какие-то доказательства, ну вот они задержали, там я не помню фамилию этого человека, или там задержали еще двух людей, детективы НАБУ, внимание, которые в бытность свою детективами НАБУ расследовали деятельность Укрзалезницы, потом уволились и пошли в НАП-советы, в управляющие компании и работают уже в Укрзалезнице. Но это коррупция, это конфликт интересов. Дмитрий, Ермака СБУ собьют или нет? заинтересован. Это политический вопрос, он не коррупционный, зависит от решения одного человека. Одного. Владимира Зеленского. Мой прогноз, как бы, ты имеешь в виду, уволит или не уволит? Да. Нет. Нет. Ну, ответ мой нет. И пока будет вот Владимир Зеленский президентом, думаю, что Андрей Ермак будет работать с ним на офисе на Ну, вы этом же видели, как должности. Порошенко, Голос говорят, давайте нам новое правительство, давайте там вот под Ермака копают. Или, Отвечаю. например, Ермак копает под Зеленского. Тоже такая интересная версия гуляет по сети. Сейчас тоже Смотри, вот это ты же меня выкручивают. знаешь. Ты же меня знаешь, Саш. Я стараюсь анализировать только ту ситуацию, которую я понимаю, а не что там на заборе пишут. Отвечаю тебе по пунктам. Итак, Порошенко и Голос. Я бы им ответил, товарищ Порошенко и товарищ Сорос, у вас на двоих 45 мандатов в парламенте. Что вы, блядь, требуете? Закончится война, мы все пойдем на выборы. И по результатам выборов, наверное, сформируется новая коалиция. Кое вы имеете право, имея вот это вот 45 на двоих, вы хотите прийти к власти. К власти приходят через выборы. Ответил бы я им. Какую вы коалицию новую хотите? Это первое. Второе. Партия «Голос». Но мы же все знаем, что это, черт возьми. Или партия Порошенко. Вам напомнить не буду. Что касается слуг, есть ли там брожение? Конечно, есть. Более того, с каждым месяцем там будет брожение. Потому что у всех уже нюх, что вот-вот-вот идет к окончанию войны. Наверное, будут выборы. Здесь этот скандал коррупционный. Значит, Запад это как бы одобряет. Там глобалисты наехали, НАБУ. Значит, вот тут шатается власть. Побегут как... Слушайте, посмотрите в Одессе. Он там 3 недели нет Труханова. Он строил команду 12 лет. Ну и что, лучше в Одессе стало? Да нет, я не об этом, я о команде говорю. Я о человеческих качествах говорю. Я говорю просто о человеческих качествах. Поэтому, конечно, сейчас будут думать каждый вот куда, чего, сложно и так далее.
Я же человек объективный, я же не у них в команде. Но я не могу критиковать все подряд. И самое главное, я вот хочу одну мысль донести. Сейчас на меня обидится половина зрителей. Нельзя во время войны страну оставить без рычагов управления президента и верховного главнокомандующего. Вне зависимости от его фамилии. Я предлагаю другой алгоритм. Закончить войну, идти на выборы и примем решение. Сейчас это нельзя. Рухнет все. Так устроена власть. И вот те Порошенки и Соросы в лице партии «Голос», Шабунин, там, Железняки и же с ними, то сейчас почти что призывают, ну, я даже не пойму, к чему. А давай менять все, всех будем. А как у нас фронт, как там Днепр, как система управления? Ну как? Тогда мне скажите, так Порошенко и компании, они за страну пекутся? Или за собственные интересы поймали сейчас момент, вот сейчас можно сковырнуть, а вот сейчас можно вот это вот. Просто поразмышляйте, вне зависимости, как и кто относится к президенту. Хорошо, нехорошо, плохо, или неважно. Сейчас, мне кажется, это неправильно было бы настолько расшатать ситуацию, которая и так сложна. Смотрите, что на фронте делается. Смотрите. И там вот все пишут про Покровск. А почему все пишут только про Покровск? Нет, Смотрите. не только про Покровск. Про Гуляй-Поле пишут, про Харьковскую область пишут. Нет, не только Покровск. Ну, поход на Запорожье уже. Идет поход на Запорожье уже, фактически, да, и все это понимают. Речь идет о том, что я думаю, что вот в Ватикане будут об этом говорить. Там одна из сильнейших разведок мира. Я думаю, что сегодня мировой элите нужно не нас уговаривать, а Путина уговаривать остановиться. Доказывая ему, чтобы его партнеры ему доказали, что ты там, наверное, может, и возьмешь там Покровск, не Покровск, но ты рынки теряешь мировые. Россия теряет мировые рынки, глобальные мировые рынки влияния. Нефтяные, газовые, влияние в Средней Азии. Я вам приведу пример. Если Дональд Трамп решит сменить Мадуро, а он уже это решил, неважно как, он его сменит. Россия не защитит. Так же, как не защитила Асада. Это все видят. Ну, видят все. Более того, если Россия заключила союзнический договор с Ираном, а Дональд Трамп бомбит Иран. Ну, Россия же не бомбит в ответ. Это тоже все видят. 5 лет тому назад Америка не позволила бы себе бомбить страну, у которой есть союзнический договор с Россией. Как и Россия не позволит себе бомбить кого-то, у кого союзнический договор с Америкой. Россия теряет влияние. Она не имеет рычагов ответа Трампа. Они это понимают в Кремле. Это они играют в такую игру, Песков, мы вот это. Они все прекрасно понимают. Они тоже очень хотят закончить здесь войну. Они понимают. Покровск, не Покровск, это что? Глобальная цель Путина, Покровск, у него территории мало. Россия маленькая страна. Они все понимают. Они просто не знают, как это сделать. Так, чтобы их не снесли, их же. Как им преподнести какую-то победу? Вот и требуют от Трампа, чтобы он уговорил нас. Вот на чем сегодня основано и срыв Будапешта. Потому что, ну, пока не могут они найти. Но мне кажется, что сейчас закулисно подходят, вот мировые элиты подходят к тому, чтобы вот сейчас сформировался какой-то кейс первоначальных договоренностей. Мне так представляется. По моей информации это так. Ну, смотрите, посмотрим, что много из этого сливов уже получится. было таких, понимаете? То есть, как бы... О чем? Ну, О вот чем этих сливы? ну, такие, сезонные. Я имею в виду под этот период, о том, что там до 3 декабря нужно там вот выйти опять на какие-то там соглашения и заявить о них в рамках двухсторонних переговоров России и Украины. Были конкретные пункты. Ну, опять-таки, это может быть домыслы, конечно, может вброс прощупать реакцию. Ну, грубо говоря, там
Украина уходит из Донецкой области. Но как бы и Россия вроде как, ну, не достается вся Донецкая область. Заводят какие-то контингенты. Из контингентов войска США, там Турции и еще какой-то страны, которую там страшная тайна, никто не называет. Например, там русский язык. Все отпускают, но формально, юридически все остается так, как сейчас, но вроде как никто не крепит за русский язык. Церковь также. Я читал это, ну, да. То есть вот это, вот там целый пункт, и там вот это, знаете, вот эти вот обходные маневры. Сложно верифицировать эту всю историю, но тем не менее, понимаете, в чем дело? Тут же проблема возникает в растянутости. Вот, понимаете, вот тоже парадокс. Вот мы в Украине, имеется в виду вот граждане Украины, вот с украинской позиции, нам же тоже растягивают эту перемогу. И эту войну вечная, там, скажем, да, вот, растягивают нам. Нам растягивают удовольствие там, какими-то дальнобойными ударами, санкциями, там, потужностью. Вот это все растягивание. А в России растягивают победность. Ну, потому что каждый день, хоть там 500, хоть 200, хоть 300, хоть километр, хоть 2, есть продвижение там или не там. То есть это как бы растянутая победа. То есть тут как бы сопротивление, понимаете, двух эмоций, да, там. Ну, то есть смотри, Саш, технологии очень похожи. Как я это вижу? Первое. Ну, не секрет же, любая война, это же не только на поле боя, это не только спецслужбы, это не только политика, это не только дипломатия. Одна из граней войны – это информационно-психологическая такая пропагандистская история. Ну, это одна из граней любой войны. Да? Это абсолютно нормально. Да? А пропаганда во время войны – это нормальное явление. Ну, вот чтобы мы не путали. Пропаганда в мирное время – это плохая история, да? Когда мы говорим о демократии. А какие-то пропагандистские вещи, когда идет широкомасштабная война, это нормальная вещь. Первое. Второе. А правильно многие на Западе говорят, что путь к миру лежит через позицию Путина. И никто не знает, чья позиция в его окружении победит. Там есть две позиции. Первая. Что бы они ни говорили с экрана. Там есть две глубинных вопроса. Первое. Они не могут, с одной стороны, остановить войну. Потому что как только остановятся военные заказы, как только остановится этот внешний враг, внешний фактор, экономика может начать шататься. Потому что санкции все равно действуют и действуют инерционно. И Путин понимает, что до тех пор, пока будет война с какими-то хоть маленькими победными шажками, 2 деревни сюда, да и 1,5 дерева сюда, вот он может удерживать свою власть и пытаться торговаться с Западом, с одной стороны. Уверен, что внутри там есть партия войны в России, как и в любом другом городе. Партия войны, ВПК, все там работает в 3 смены, там миллиард. Думаю, что есть другая точка зрения, та, которую я сказал. Кто-то в окружении Путина говорит, надо заканчивать в этом году. Иначе Россия начинает терять свое влияние в международном процессе. Это первое. Второе. Россия начинает все больше и больше зависеть от Китая. Экономически зависит. Нравится это кому-то или нет. Просто по цифрам. И поэтому вот чья точка зрения победит, вот так оно и будет. Другое дело, Саш, что все эти сливы, они касаются 3 аспектов. И территории там не самое главное. Вопрос НАТО и размещение здесь военных контингентов, военных баз. Вот юридически зафиксировать, что Украина не вступит в НАТО, в течение там 20 лет, 10, 30, ну не важно. Вот это юридически нужно как-то зафиксировать. Дальше. Пошли сливы про русский язык. Да, думаю, что в каком-то итоговом будущем глобальном мирном соглашении что-то обязательно должно быть про русский язык, но иначе так невозможно то, что происходит сейчас. Территории. Путин вписал 4 региона. Но это же его сейчас вопрос. Как ему с этим быть? Что же он под это все весь мир подключает? Ну, выписывай их как-то, меняй границы. А то получается так. В 23-м Путин вписал 4 украинских региона в свою конституцию, думая, что за годик он их всех возьмет. А уже заканчивается 25-й, близко к этому нет. Он не знает, что с этим делать. Ну, в Конституцию вписано. Вот и продолжает идти вот каким-то своим вот этим вот. И Трамп ему уже неоднократно говорит,
Что ну надо как-то чуть-чуть менять, надо как-то компромиссы искать. Ну не получилось у тебя за 2 недели, ты уже 4 года, мол, тут воюешь. Неоднократно ж Трамп это говорит. Вот все эти вопросы, Саш, Донецкая область, кто откуда выйдет, кто куда зайдет, это же очень важно. А дальше что? Эта территория на 10 лет признана, на 2 года, на 16 лет. Там кто-то будет из международного контингента или нет? Где пройдет граница между нашими государствами? Я сейчас тебе в эфире вот могу, вот, знаешь, вот начинать накидывать вопросы, и в течение 20 минут я буду только вопросы накидывать. Нет, ну Я это делаю для... в том же пункте был такой момент, что граждане захотели туда, захотели оттуда, свободно. Ну, открытые границы, ну, да, в смысле, то есть, да? пожалуйста. Это не, Тут это не самый сложный вопрос. ну, Это нормальный как вопрос. Ну, когда нет, война закончится, как оказывается, это когда очень война сложный закончится, вопрос. что-что? А как оказалось, это очень сложный вопрос. Знаете почему? Почему? Потому что в Украине коты не мяукают, а нявкают. Понимаете? Нявкают. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Значит, они вот такие. Да, коты. Как вы относитесь к идее позволить гражданам голосовать на выборах только внутри страны? 8%. Ну, кто его знает? Лет через 10 мира, может быть, и да. 18%. Бред. За бугром тоже люди и тоже граждане. 33%. Какие вообще выборы? У нас почти монархия. И 42% это правильно, не надо нам Молдовы. Такой очень интересный итог голосования. Всем большое спасибо. Больше 7 тысяч голосов мы получили. Что скажете? Ну, я скажу, ну, я не смогу прокомментировать вот эти ответы, потому что я сказал свое. Для меня этот вопрос гораздо сложнее, чем кому-то кажется в формате викторины. Не надо нам Молдовы. Ну, легко так ответить. А вот мы же не Молдова, мы же воюющая страна. Еще раз я говорю, кто-то живет в Канаде 10 лет, но остался украинский паспорт. Я бы рассмотрел вопрос, а почему они должны голосовать на выборах президента. А кто-то выехал в 23-м из Харькова, потому что у него разбомбили квартиру, и он гражданин. Тут, понимаете, тоньше надо, тщательнее. Сложный очень вопрос. Еще раз, дискуссия об этом обязательно будет. И решения, наверное, будут принимать. Потому что 7-8 миллионов граждан Украины, которые живут за границей, ну это серьезная история. 7-8 миллионов. Решение, которое будут принимать, Саша, вот тут я прогнозирую, любое, какое бы ни приняли, половина твоих, моих зрителей скажут супер, половина скажет отвратительное решение. Нет Соломоновых решений здесь. Перейдем к вопросам. Режим Блиц. Вопросов предостаточное количество. Все, понятное дело, не войдут, но тем не менее. Закрытый клуб зрителей в телеграм-канале. Дмитрий вам задает вопрос. Рад вас видеть, говорит. Спасибо большое за эфир с вами. Подскажите, слышали ли вы историю блогера Макса Рудады? Как вы относитесь к действиям властей по отношению к таким блогерам? А не было ли угроз вам от властей? И насколько вы себя чувствуете безопасно в Одессе? Не знаю этого блогера, поэтому про него комментировать ничего не могу. Что там за ситуация, не знаю. Гонения на многих знаю, как я отношусь хреново. Это свобода слова не должна списываться за счет войны. Ну, а мою историю вы все знаете. Соросята, эти как аресты зрадников. Все было, по-разному было. И сейчас. Чувствую ли я себя в безопасности в Одессе? Ну, в абсолютной безопасности ни в Одессе, ни в Киеве чувствовать себя никто не может. Ну вот, думаю, достаточно я вам ответил. Олег, добрый день. Как думаете, сколько еще продлится в Одессе беспредельная мобилизация? Всем и так понятно. Нас, одесситов, хотят вырезать и пустить под мины. Когда уже это все начнет сворачиваться? Дело не в Одессе, мобилизация одинаково идет во всех регионах Украины. Вот. ТЦК везде одинаковые. Когда это начнет сворачиваться, я сегодня в программе четко расписал. Александр, здравствуйте, Дмитрий, спасибо за эфир с Александром. Скажите, у нас в Украине золотые унитазы по наследству, что ли, переходят от президента к президенту? Здорово живем. Здорово живем, да. Золотой унитаз это как это сказать, условный золотой унитаз, золотые слитки, золотые потолки. Да, это вот показатель двух вещей.
бескультурия и безумно легких денег тех, кто становится политической элитой за вот эти 30 лет. Вот. Я, знаете, извини, Саш, там 30 секунд. Вы, если приедете на любую международную конференцию, в любую страну мира, где вокруг вас будут депутаты или министры Украины, Чехии, Италии, Германии, Америки, и вы посмотрите на одежду, и на обувь, и на часы, вам все станет ясно. Поэтому это наше это внутреннее блеск, Роллс-Ройсы. А вот эти вот. Этого нигде нет. Хотя есть, как вы понимаете, в мире богатые люди и так далее, и так далее. Такое у нас. Вот золотые унитазы, золотые канделябры. Как этот был при Януковиче, как он, генпрокурор, помнишь у него это тоже? Золотые картины или как он? Ну, да, мне кажется, что Пшонка этот, Пшонка, вот, мальчик да, в кедах да. по сравнению с тем, что сейчас тоже происходит. В общем, Виталий, добрый вечер. Александр и Дмитрий. Вопрос, чей фортель вызывает у вас больше восхищения? Зеленского, который недавно отрапортовал европейцам о победе над коррупцией в Украине, а теперь грозится снова ее победить? Или Трампа, который уверял, что файлов Эпштейна не существует, а теперь требует их опубликовать? Спасибо за ответ. Абсолютно разные кейсы. По поводу Эпштейна я, кстати, поддерживаю то, что сегодня сказал Трамп. Он говорит, слушайте, вы достали всех, опубликуйте. Но публикуйте уже официально, давайте официально, потому что все, что происходит закулисно, а это тоже глобалисты все организовывают, но это абсолютно мерзкая история. То есть, если что-то есть, давайте публиковать и поехали. То есть, еще раз, друзья, там в Штатах началось глобальное сражение за ресурсы между глобалистами и мага, трампистами. В ход пойдет все. Мальчики, девочки, записи, компроматы, право, лево. Вы забыли, что BBC сейчас призналась в том, что они смонтировали речь Трампа, типа, что он там призывал идти на Капитолий, из-за этого монтажа такого себе, да, там против Трамп 4 года по судам ходил. То есть это Эпштейн. Ну, про борьбу с коррупцией в Украине, да, ее гидру надо. Еще не до конца мы искоренили коррупцию. Нам еще есть с чем бороться, поэтому будем с ней еще бороться. Как бы есть у нас тут чем заняться. Мирослав задает вопрос. Как думаете, Макрон по собственной воле помогает Зеленскому или его заставляют? И вообще Франция свободная страна или неоколониальная? Ну, еще один вопрос. Смотрели ли вчера футбол? Спасибо. Да, смотрел вчера футбол, да, понятно, как же. Будем болеть и дальше все-таки за выход. Кстати, про футбол уникальное явление будет в 2026 году. Впервые чемпионат мира пройдет, ну там по новой формуле, новое количество команд, но впервые пройдет в 3 странах. В 3. США, Канада, Мексика. То есть тут уникальность 2 в 1. Уникальность в том, что в 3 странах, а вторая уникальность политическая, что чемпионат мира, надеюсь, объединит. Потому что там огромные разногласия сегодня политические между Америкой, Канадой и, значит, Мексикой. Но это ответвление. Вопрос, извини, Саш, первая часть вопроса. Ну, первая часть вопроса. Макрон по собственной воле помогает? Все. Смотрите. Вообще Франция свободная страна? Ну, Франция относительно свободная, относительно демократическая страна с определенным набором и базисом обычных демократических там принципов, правил, ценностей и так далее. Макрон – это представитель глобалистов, это человек, который много-много лет связан с Ротшильдами. Поэтому Макрон ведет вот эту политику и вот эту позицию глобализма в Европе. Макрон, как человек молодой, очень амбициозный, хочет стать лидером Европы, субъекта геостратегического. И поэтому Макрон вот все время разыгрывает вот эту вот историю вот с Украиной, вот эту карту. Он хочет, чтобы с ним говорили. Он очень хочет, чтобы с ним говорил Трамп, Си Цзиньпин, Путин, Индия. Вот он хочет быть лидером. Тем лидером, которым он не может быть в силу набора определенных качеств. Он легковесен политически. И это видит весь мир. Я приводил вам пример, друзья, как Трамп ведет себя с Макроном и как Трамп вел себя с Си Цзиньпином. Просто вот визуально. И вот сравните эти 2 картинки, эти 2 видео, и вы поймете. Поэтому, когда ты легковесен, ты не выйдешь на ринг
с тяжеловесами. Ну вот, пожалуй, и все. Добрый день, Александр Дмитрий. Вопрос к Дмитрию. Почему вы говорите, что Украина воюет одна, когда различные операции, например, паутина, удары по НПЗ, делаются по наводке Ми-6, которая предоставляет разведданные? Почему заслуги только себе записываете? А вы работаете в Ми-6, уважаемые зрители? Это первое. Второе. Какие заслуги? Вы о чем говорите? Ну, о чем вы говорите? Заслуги чего? Украина воюет против второй армии мира. А вторая армия мира пришла воевать с Украиной, а ей помогает Северная Корея и Иран. Патроны дает. Шахедные заводы в 23 году строили. Китай помогает. Северокорейские солдаты освобождали Курскую область. Поговорим об этом? Или про Ми-6? Как скажете, можем об этом, можем об этом. Угу. Кирилл из Торецка, Донецкая область, пишет. Два вопроса. Первый. Нахрена Зеленский поехал во Францию? Макрон продал оружие, которого нет. Зеленский купил то, на что денег нет. В чем логика? Он в этом скандале со своим другом Миндичем утонул по горло, теперь не отмыться. Кто-то говорил в 2021 году, если не ошибаюсь, если у меня будет свой Свинарчук, я уйду сразу же. А потом не вспоминает наш парень про отставку. И второй вопрос. Когда будет понижен мобилизационный возраст, на ваш взгляд? Потому что в нашем концлагере даже самое невозможное становится возможно. Спасибо большое. Уважаемый Кирилл из Торецка, вы мой постоянный слушатель. Приберегите свои вопросы для четверга. Мы с вами недавно общались, и я отвечал на эти вопросы. Про Макрона отвечу. Я сегодня уже говорил в программе. Это торговое, экономическое, политическое соглашение, это внешний спектр. А беседы там были о другом. Сейчас все встречи будут по шагу, помаленьку пытаться сегодня сформировать, сложить кубик Рубика будущего мира. 4-й квартал, ноябрь-декабрь, пытаются принимать решения. Вот, мобилизационный возраст понижать слушайте, нет пророка в моем отечестве. Не буду я там, категоричен, но 90 из 100, что этого не произойдет. Иначе это решение очень пагубно будет иметь очень негативное последствия в украинском обществе. Надеюсь, что горячая стадия войны закончится в каком-то очень обозримом, и что не нужно будет понижать возраст. Значит, смотрите, такой вопрос и просьба прокомментировать, и человек пишет информацию. Думаю, интересно будет. Максим, значит, пожалуйста, обратите внимание на коррупцию в сфере дипломирования моряков в Украине. Там сейчас сумасшедшая коррупция. На официальном уровне медкомиссия полгода назад 2000 гривен, потом сделали 10. Сейчас $450. Ее делают дистанционно на основании действующей заграничной медкомиссии, которая в Англии стоит 150 фунтов на 2 года. Суть коррупции в том, что моряк обязан иметь исключительно украинскую медкомиссию для обновления морских дипломов или повышения в должности. Обязательной также является базовый сертификат БЖС, который у нас стоил 4000 гривен, потом сделали 20 тысяч гривен. А теперь в связи с новыми поправками плюс 12 тысяч к тем 20. Все обязательно для получения дипломов. С нового года хотят обязать также сделать украинский паспорт моряка в Польше, чтобы вы понимали, в Украине он стоит несколько тысяч, а за то, чтобы делать у украинского монополиста в Варшаве, Укрморрич сервис, паспорт не срочный, 500 плюс евро, а срочный больше 1000 евро. Как нам выживать? Мы не видим семей. Мы большую часть жизни на работе, в тяжелых условиях. Конкурировать становится все сложнее. А наше государство убивает такое понятие в Украине, как моряк. Спасибо большое. 100%, да, вы правы. Я знаю об этой теме. Не так, как вы досконально, но есть у меня знакомая, у нее сын. В общем, я знаком с этим. Саш, к тебе и к зрителям нашим. Посмотрите. Как я говорю, что мы падки на информационные сенсации. Да? Мы можем еще месяц говорить про Миннича. Одна тема. Сейчас можно вернуться в ТЦК, в железную дорогу, в экологию, в администрацию морских портов, в различные регионы. Откройте заседание сессии любого городского, областного совета. Кто грамотный, разберется, где там коррупционные вещи и так далее. Смотрите, какую интересную сейчас тему. Это же целая тема.
она же глобальная. Значит, там есть вертикали, горизонтали, кто куда кому несет, что чего. Казалось бы, моряки или медицину, или фарма. Вот о чем идет речь. А нам дают дозированно, потому что НАБУ, Порошенко, Соросята ведут свою непримиримую борьбу. Выбрали вот эту историю. Это как, знаете, чтобы мы не говорили об этом, давайте поговорим о Пушкине. Чтобы мы не говорили об этом, давай вот это вот кто якою мовою спілкується. Я ж поэтому и говорю, друзья, что мы должны с вами научиться делать информационную гигиену самим себе. Ну, немножко вот от этих заголовков, да, чуть-чуть вовнутрь. Поэтому я вам обещаю, вот я к зрителю обращаюсь, что я тоже изучу эту тему и вот расскажу о каких-то моментах, а может быть даже сказать, какие-то выводы сделаем, а что с этим можно сделать сегодня. И кто-нибудь в правительстве может на это повлиять или не может повлиять. Интересная тема, моряков много. Кстати, заговорили там про бронь, про моряки. Одно из направлений коррупции в Укрзалезнице – это бронирование мужчин. Ну, потому что работник Укрзалезницы, понятно, имеет бронь. Сколько их там забронировано? Сколько это стоит? Ну, кстати, в компании Миндича Firepoint, за которой будет наблюдать Помпео, тоже. Да. Тоже. Да, согласен. Да, понятно. Хочешь броню? Понятно. Давай Firepoint. Так. Скажите, Дмитрий, все так или иначе идет к федерализации Украины. Замечаете ли вы это? И какое ваше мнение по такому варианту новой Украины? Спасибо, всем добра. Нет, не замечаю, нет, не идет. Как будет развиваться Украина, зависит от многих факторов, в том числе о том, как, на каких принципах будет закончена война, что будет прописано в глобальном будущем соглашении с гарантами, там США, Европа, Китай, Совбез, ООН и так далее, и так далее. Ну и четвертый пункт будет все зависеть от того, как мы внутри себя друг с другом и о чем договоримся. А мы сможем построить там единую конкурентную европейскую страну, тогда надо создавать новый проект. Потому что проект вечной войны с Россией, с Чеховыми, вечно, это проект в никуда. То есть нужно создавать что-то новое, да, какую-то глобальную, новую украинскую внешнюю политику, глобальную. Кстати, ни один из возможных кандидатов, я так и не понял, кто нам чего несет. Потому что я против, чтобы вот у нас следующая повестка дня, то есть повестка дня или следующего политического цикла, чтобы она была вечная война. Вот я против. Иначе отсюда уедут еще 10 миллионов. Тогда непонятно, кто здесь останется. То есть мы даже не представляем себе, с какими глобальными проблемами мы столкнемся после войны, когда все закончится. Когда мы месяца 2-3 вздохнем, будем радоваться, обниматься, улыбаться, потому что 4 года войны, потому что все закончилось. А потом пройдет месяц, 2-3, мы как бы войдем в мирное русло, и какие друг другу вопросы начнем задавать. И вот в зависимости от того, как мы ответим друг другу на эти вопросы, собственно, тогда и будет решаться вопрос, камо гридеше, куда идем. Так, тут, смотрите, к вам вопросы. В чате трансляции, значит, сразу несколько человек пишет. Одни говорят, что у Дмитрия никогда не пропадает свет, потому что в том районе, где он живет, не отключают свет. А другие пишут... Да, пожалуйста, ребят, мы сейчас без света. Да, мы сейчас без света. Тоже вот пишет, нет сейчас света в Одессе, а вот у Спивака есть. То есть вот по поводу света много вопросов. Да, сейчас объясню. Нормально, ребят. Слушайте, есть же, наверное, какие-то приборы. Вот у нас сейчас нет света. Там, где я живу, у нас нет света. Уже много часов. Еще несколько часов. У нас отключают по 3 раза в день. Я нашел выход, вариант, да. Но есть несколько часов, можно продержаться, потом будем заряжать. Что вы строите из себя, люди? Вы не знаете, как можно что купить, какие приборы, как себя поддержать, как научиться. Мы же 4-й год в этом живем. Поэтому не завидуйте. В моем районе отключают так же, как и во всех других районах. Кстати, у меня есть пару знакомых. Вот у них не отключают свет. Им повезло. На какой-то там ни одной линии. Нам не повезло. Это такая типичная Одесса. Одесситы смотрят друг на друга, какой район отключают, который не отключают. Так, еще один подобного плана. Такой, знаете, такой с заковыкой вопрос для вас. У меня следующего плана вопрос.
На протяжении 2 месяцев Дмитрий изо дня в день, из эфира в эфир твердил о топливном кризисе в России. И внезапно на прошлой неделе, а именно в среду, вдруг утверждает, что топливного кризиса в России нет. Вот так поворот. Так есть или нет? Есть блестящая высадка спецподразделения ГУР или банально угробили 2 десятка спецов красноармейских? Расшифруйте, будьте добры. А то я запутался. И еще один вопрос. Для вас лично. И еще один вопрос. Не мог бы Дмитрий пояснить по поводу гениальности гражданина Губермана? Рифмоплет равно гений. Чем это определяется? Всего доброго. Ну, если вы не понимаете Губермана и не понимаете Жванецкого, и не читаете книг, мне с вами о чем говорить? А вот, это первое. Я же вас не заставляю его любить. А вот, для вас он рифмоплет, для меня он гений, потому что философские жизненные мысли, выражаемые в двух строчках, это гениальность. Да? Я Губермана называю Жванецкого в рифму, а Жванецкого называл всегда Губерманом в прозе. Вам, если этого не понять, то чего вы от меня хотите? Это первое. Второе. Да нет, конечно, это гениальность вашего Путина, который пригласил 4 недели назад всех журналистов в окруженный Покровск, а он, сука, оказывается, не окружен. Вот. И весь мир это увидел как раз после того, как высадился ГУР. Но вы об этом, конечно, не скажете. Теперь про топливный кризис в России. Российская бензоколонка же не может закончиться. Правда же? Правда же. Но экономика определяется цифрами, а рынками, цифрами. Да, там не кризис бензина и соляры такого плана, что нечем лампочки зажигать. Справляются, наносятся удары, справляются, ремонтируются. 32% нефтеперерабатывающих заводов российских повреждено. Отстроят, значит, отремонтируют. Так, замечательно. Что вы хотите этим сказать? Вы что? Вы сформулируете мысль, вот это ваше величие, вы его как-то сформулируете в какую-то форму, и мы поговорим о вашем величии, если вы об этом хотите поговорить. Умеров вернется, спрашивает Виктор. Ребят, я не знаком с ним, он мне не сказал об этом. Это зависит от многих факторов. Но вообще такая ситуация себе так себе, да. Так себе. Думаю, что да, вернется. Думаю, что вернется. Думаю, что вернется. Да, скажу. Обязан вернуться. Обязан вернуться, потому что невозвращение Умерова в Украину, слушайте, может так раскочегарить здесь ситуацию, что это все остальное поблекнет. У него слишком заметная должность. И Была. вот он уехал как-то. Была. Почему? Потому что сейчас, я так понимаю, серия будет про Минобороны, а он был как раз Минобороны. Ты об этом имеешь в виду? Окей, да, у него там плюс еще там есть, была. смотрите, есть совершенно такая абсолютно логичная, это опять-таки как суждение, как умозаключение, что он в Америке очутился не просто так, не просто к семье поехал, а еще и поговорить с людьми в штатском и, собственно, может спокойно получить от американцев гарантии в обмен на ценную информацию по поводу Ермака и Зеленского. Есть такие умозаключения. Задача политиков – иметь контакты и коммуникацию с разными представителями разных кругов. Журналистами, конгрессменами, людьми в штатском, разными. Если такие знакомые у Умерова, думаю, да. Если ему с кем чего обсудить, думаю, да. К чему они с этим всем придут, не знаю. Мой прогноз – вернется. Но я многого не знаю. Я только анализирую внешнюю оболочку. Ничего внутреннего мы с вами не знаем. Потому что мы с вами, друзья, знаем ровно столько, сколько они хотят, чтобы мы знали. Вот НАБУ там вот выдает на вот это вот все. Да, вот ровно столько мы знаем. Ничего другого мы не знаем. Конечно, трудно анализировать. Я свой вывод сказал. День, два, три, мы сейчас все проверим. Ошибся, не ошибся и так далее. Да, друзья, всем большое спасибо. Дмитрий, благодарю за время и мысли. Спасибо. Всем большое спасибо, что поставили лайк, написали свое мнение, высказались в комментариях, это очень ценно и важно. Благодарю всех за внимание. Еще увидимся сегодня. Добра и света.